Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Letsy Games. Сегодня у нас на обзоре немецкий легкий танк, прем-танк ВК-2801-105, машину, которую, по-моему, всем дарили за выслугу лет в танках. Вот, и сегодня я на нее решил обновить обзорчик, да, иногда катаясь в песке, часто вижу эти машины, поэтому давайте-ка обновим память. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начинаем, конечно, с самого интересного. Это ЛТшка, но мы пойдем смотреть бронирование. Да-да. Так, господа, количество модель нашего ВК-2801-105, мы его все называем, но на самом деле это 10,5 CML28, это, я так понимаю, по пушке уже дальше аббревиатура идет. Смотрите, спереди-то весь красный, может, как тяжелый танк весь забронирован, с борта только картон, ну, давайте глядеть. Оп! 60, так, 6-й левел, 60, картон. Так, 63, 65, 50, 50. Ну, только маска сотка. Люк 51. От борта 30-30. Ну, не, истинная ЛТшка без брони, потому что, ну, блин, на 6-м левеле, ну, у СТшек больше брони, чем... Ну, это ЛТ. Говорить тут нечего, ребят, брони здесь нету, только в маске. Вот такая вот ЛТшка. По пушке, ребята, вот... Есть у нас отличие, ну, если сравнивать с ВК-2801 с прокачиваемой техникой, да, то здесь пушка принципиально иная, вот, принципиально. Это не прям фугасница, нет. Это просто интересная такая веселая пушечка с альфой в 350 на основном и голдовом, на фугасе 410. Пробитие на основном 64, на голдовом снаряде, а голдовый здесь кумулятивный снаряд, 104, 53 на фугасе. Вот, пушка заряжается при такой альфе 9 секунд, да. Значит, ДПМ 2333, вот, точность, как прям реально на арте 0,55, то есть на среднее расстояние стрелять и на дальнее сильно не получится. Почему? Потому что здесь медленный снаряд, но мы их попозже посмотрим, их скорость, и вы просто будете плакать, да, удивитесь, что скорость здесь реально как у арты разброс, и реально как у арты скорость полета снаряда. Время сведения, кстати, более-менее комфортное, 2,3 секунды. По полевой модернизации во втором блоке качаем настройку клапанов, в четвертом блоке настройку механизмов заряжания, в пятом качаем дополнительную противоосколочную защиту. По оборудованию рекомендую поставить сюда просветленную оптику, турбину и малошумную систему выхлопа. По снарядам основной у нас бронебойный, летит 470 метров в секунду. О, боль! Некомфортное время полетов на ББшках уже такое посредственное, это 800. Ребята, здесь 470, о, боли, слезы. Кумулятивные с более большим пробитием, да, в 104 мм, летят вообще 376. Осколочно-фугасные летят так же, как и бронебойные. Жесть, на всех типах снаряда просто скорость полета снаряда, как у арты. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил доп-паёк. Доп-паёк в целом любой ЛТшке, как особому классу техники, дает больше всего возможностей для боя. И вот я поставил доп-паёк. 5 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой в таблице. Значит, пацаны, брони нету. Количество ХП 680. У ВН у нас, они как бы есть минус здесь, но если мало все интересует, в целом по пушке у нас кривое орудие. То есть точности нет никакой. У нас очень медленные снаряды. Стрелять в борт движущейся противника техники вообще не получится. Надо брать с упреждением, но это просто дурдом. Это просто дурдом. Еле-еле снаряды летят по пушке. Ну, зато есть сочная альфа. Играется от альфы. То есть это такой геймплей. Это такой геймплей, играется от альфы. Вот, по мобильности, пацаны, у нас все тут отлично. 70 вперед, 21 назад, 70. Почти 30 лошадей на тонну удельная мощность. У нас при наших габаритах, а наш танк, чтобы вы понимали, вот этот ЛТ, рядом, когда стоит КВ-1, мы по высоте с КВ-1. По ширине с КВ-1. Мы только против КВ-1 чуть-чуть покороче. То есть это огромный танк, который не в каждый куст спрячешь, об этом надо помнить. Вот, и обзор у нас королевский на 6-м левеле. Вот с таким оборудованием, с инструкцией, с доп-пайком, пацаны, на 6-м левеле
488 метров. И это ЛТшка, которая еще и незаметная. 30, сколько у нас там по незаметности? 36%. Так что, ребята, танк мечты, на нем можно много, на больших особенно картах, такие там, не знаю, как степи, прочее, можно прям грязные дела вытворять. Ладно, отправляемся в бой, давайте посмотрим, на что, собственно, эта машина способна. Поехали. Так, господа, обзор боем ВК-2801-105. Попали мы в сетап против семерок. Много тяжелых танков. Но есть основная беда. Во-первых, нас респануло плохо. Вот. Я не понимаю, почему меня здесь зареспило, а не слева. Это первое. Второе. А хотя поехали в яму попробуем. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Все нормально. Ребята, неплохо, неплохо. Неплохо. Все. Поиграл. Полтораху сделали, план выполнили, пацаны. Все. Вот. Он нас убил! Пугасом 436. Все, ну и его убили. Все, ребята, бой. Мы все в бою сделали. 1780 настреляли. 500 у нас ассиста. Итого 2200 суммы. Как вам начало боя? Так эта тачка на самом деле часто играется, что успеешь ждать за счет альфы в начале боя. Вот теперь будем сидеть, смотреть, как играют другие. Что в целом по этой машине можно сказать в сравнении с прокачиваемой? Прокачиваемая 2801. Которая, да, просто ЛТшка немецкая. Там, конечно, давайте на елку переключимся, посмотрим, что она где там будет потеть. Вот, там другая пушка, там альфа, по-моему, 110, классический танк ЛТ, и светит, и по чуть-чуть стреляет. Да, гля, где елка стала. О, какая интересная позиция, к 100. Только ты вкус-то поплотнее встал, а то сейчас справа тебя кто-нибудь подсветит. Будет тебе бубо. Вот. Прокачиваемый 2801 это принципиально другой стиль игры. А здесь, конечно, вот видите, в размен ХП принимаю на 100, отдаю на 300, 350, как повезет. И нам удалось очень много настрелять. Все, это ангар родной. Видите? Ух ты, нет. Гля. Все, победа. Ребят, 10-3. А на самом деле всю суету в начале боя мы внесли. Когда мы все ЛТшки законтрили у них. И не только ЛТшки, а еще и СТшки. И просто они все подлетели. Я спровоцировал в начале боя на этом танке, по сути, турбослив врагов. Потому что забрал центр. Вот, переконтрили все эти вражеские танчики. И получилось очень даже неплохо. А теперь просто турбослив. Вы посмотрите, ладно по стволам. Посмотрите по количеству ХП, какая разница. Ну это же пипец. 8. Ух, Кари. Не повезло. Не повезло, да, нашим.
Нашу арту преследуют. Гля, там Кари огрызается, как мощно. Тайп ее пылесосит, акварик, гля. Кари, конечно, мощный агрегат. А что наших испепеляет-то? Все. Сушка. Все, тараном. Вот это сушка дает. Все, победа. Хороший ли танк? ВК-28-01 105 на этой пушке. Это веселый, классный геймплей. Конечно, безусловно, настрелять на ней порой очень тяжело из-за медленных снарядов. Ну, уж как есть, да. Летят они как у арты. Но это танчик для игры в упор. Преследуешь, спину убиваешь, либо перестреливаясь в каких-то стычках, а ЛТшки выкатываются друг на друга. То есть тут, в принципе, иногда можно показывать неплохие результаты. Мы прожили в бою 1,5 минуты. Мы заняли 3-е место по урону. 3-е. Вот такой это веселый танк. По 5-бальной системе за интересный геймплей можно поставить, кстати, 4. Да, можно, но играть надо на голде все-таки, потому что маленькое бронепробитие на основном не позволяет на этом танке много настрелить, потому что очень много будет не пробитий. Только на голде, то есть голдозависимый танчик. Ребята, у кого есть, а он есть много у кого, это же, по-моему, дарственная машина была всем там за выслугу лет, насколько я помню. Вот. Пишите, какое вы используете оборудование, когда на нем играете. Нравится, не нравится ли танк. Вот. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Танчик интересный, фаны, как в своей ветке там боя, там, грубо говоря, есть КВ-2, свой геймплей. Правильно? Правильно. Так и здесь свой геймплей. Ни в коем случае я не пытаюсь сравнить этот танк с КВ-2. Просто у каждого свой интересный геймплей. И вот это необычная машина. Так что всем пока, до скорых встреч. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.